Всем привет, я Олег Фриш, и это «Тайм-аут». Мы рассказываем об индустрии развлечений, и наши герои – это американские, европейские и иногда русскоязычные знаменитости. Сегодня в программе. В городе Димаш. Так реагируют в Нью-Йорке на неожиданное появление певца из Казахстана. Сюжет из Манхэттена. Его взлет был фантастическим. Никто не успел опомниться, как Димаш Кудайберген стал звездой номер один в Азии, в Европе, а теперь и в Америке. Время молодого артиста расписано по минутам, но тем не менее он уделил несколько минут нашей программе. Оказалось, что Димаш тоже является фанатом американской музыки. О нем спорят. Иногда споры доходят до абсурда. Глупая пресса пишет о том, что в его голосовые связки вживлен компьютер, позволяющий брать высокие ноты. Но мы-то знаем, что это не так, и что все намного прозаичнее. Дело в природе голоса и в таланте. Димаш Кудайберген стал сегодня в мире вокальной сенсацией номер один. Он не смог спокойно выйти из аэропорта в Нью-Йорке. Димаш долго пробирался сквозь строй фанатов, которые, не обращая внимания на полицию и порядки, буквально оккупировали выходы из аэропорта Кеннеди в минуты прилета своего кумира. Время Димаша всегда расписано по минутам, но узнав о том, что нас объединяет любовь к народной, корневой музыке, сразу проявил интерес к нашей передаче. С чего стоит начать знакомство с казахской музыкальной культурой? Я бы в первую очередь посоветовал бы послушать произведение Курмангазы «Адай». Это очень интересное произведение, в котором поднимается дух казахов и всего тюркского народа тоже, я так думаю, потому что мы, казахи, и сейчас тоже очень воинственный народ, но дружелюбный, но за себя, которые могут постоять. На какой музыке воспитывался сам певец? В первую очередь воспитывался на казахской музыке. Я горжусь тем, что у меня хоть и академическая вокальная школа, но меня обучал казах. И все равно есть какой-то момент, где проскальзывает именно моя казахская сторона в моем пении. Димаш играет на нескольких инструментах: на фортепиано, на ударных, на барабанах и на национальном казахском домбре. Не говоря уже о голосе, сегодня главном инструменте певца. Как ощущает себя в обществе попсовых артистов, которые порой даже ноты не умеют читать, образованный музыкант? Ну, очень нормально, очень хорошо. Ну, я никак не принижаю артистов, которые не умеют читать по нотам. Я их понимаю, потому что, понимаю в том плане, что не всем когда-то дано поучиться в консерватории, потому что некоторым родители не разрешили. Тогда другое было время. А сейчас многие молодые люди, они занимаются творчеством и помимо этого хотят получить какое-то дополнительное образование. На эстраде, конечно же, есть артисты, которые имеют уникальный талант и очень красивый тембр голоса и хорошее умение подачи песен, но не знают ноты.
Оказалось, что Димаш, так же как и я, обожает американскую музыку и находит много общего между культурами. Но, понимаете, в казахской музыке есть какие-то джазовые моменты, потому что у нас ритм часто встречается 6/8. И синкопированное, может, да, синкопу. да. И казахи тоже любят петь очень свободно. Хотел сказать просто, что у нас тоже свободная форма есть, и там тоже свободная форма есть. Какая любимая американская музыка? Вот если скажут, Димаш, вот пришел на американское телевидение, говорят, Димаш, а вот какая ваша самая любимая американская песня? Что вы поете не на сцене? Конечно, это Майкл Джексон. Конечно же, это «Богемская рапсодия» и Фредди Меркьюри, и все, что с ним связано. Конечно же, это Селин Дион. Фрэнк Синатра? Of course. Я очень обожаю творчество Дэвида Фостера. Я считаю, что благодаря таким людям, и Селин Дион, да, вот такие люди на самом деле доказывают, что эстрадное направление может звучать наравне и с классической музыкой. Я считаю, что одним из современных композиторов, которые могут сочинить такие вещи, это Игорь Яковлевич Крутой. Игорь Яковлевич Крутой. Я искал композитора, который будет работать в направлении неоклассики, где смешанный жанр классика и поп-музыка. И Игорь Яковлевич как раз-таки очень красиво это делает, очень мощно это делает. Через несколько дней у певца премьера сольного концерта в Нью-Йорке. Димаш и не сомневается в том, что будет аншлаг. Самоуверенный народ казахи. Казахи самоуверенные, но волнение по-любому присутствует, конечно, но чуть-чуть, не так уж сильно много, потому что я своим зрителям доверяю. После съемки мы еще поговорили про казахскую культуру. Вспомнили имена Ермека Саркибаева, Розы Баглановой, Алибека Днишева, Бибигуль Тулигеновой и, конечно, поговорили про Америку, страну, которую молодой певец покорит очень скоро.